Последние годы я смотрю игровые трейлеры с долей скептицизма, особенно тизеры. Конечно, заинтриговать игроков, не заспойлерив все к чертям собачьим, сложно. Да и некоторые разработчики просто любят вешать лапшу на уши. После трейлера Ravenlock мне прям не терпелось ворваться в этот сказочный, чудесный мир с рейтингом 16+. Ребята из Кукукамбер, вот это название, решили не добавлять Ravenlock в шкалу выносливости, поэтому любого врага, даже босса, можно просто тупо закликать. Кроме некоторых. К примеру, волшебница Шани. What are you doing? Другая Шани. Иммунна к урону, пока не сломаны тентаклевые столбы с душами. Гидре можно настучать по тыкве только когда она падает на платформу с игроком. Ух, нифига себе! Я надеюсь, мы с тобой будем драться? Арлекины в особняке масок берут числом, поэтому за их действиями лучше следить, иначе они закидают бомбами. Не то чтобы это было увлекательно, мне просто хотелось добавить их на обложку. К слову, я обожаю шутов в играх. Solitude. Lonely Cicero could tell you a thing or two about solitude. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Еще одним необычным боссом мне показался Келиос Золотой. Я все никак не могла сообразить, что делать на этой локации, поэтому со злостью двинула его. И оказалось, что это то, что нужно сделать, чтобы он перешел в режим битвы. Бой с ним проходит в несколько этапов. Когда жизнь у Гелиоса заканчивается, он закапывается в землю, призывая своих аборигенов-миньонов. А потом снова вылазит с полной шкалой здоровья. Классика. О, блин, я чуть не забыла про вот этих ребят. Что это вообще было? Что это такое? В игре нет возможности зафиксировать камеру на цели. Конечно, пофиг на мелких врагов, они тут для фарма. Но к своему огромнейшему разочарованию, одного из боссов я загнала в станлок и закликала где-то в углу экрана. Мэх. Вообще назвать Ravenlock RPG можно с большой натяжкой. Очень большой. Честнее было сказать, что это линейная экшен-адвенчура с элементами RPG. Единственное, что можно менять в одежде главной героини, это головные уборы. Кстати, вначале также мы можем выбрать аксессуар для своего пёщеля. Но в дальнейшем он не будет с нами путешествовать, так что... Практически сразу после перехода в Зазеркалье мы находим меч и щит. Не то чтобы они сильно были спрятаны, которые остаются с нами до конца игры. В дальнейшем мы их прокачиваем, но внешний вид у них не меняется. Выбрать, что прокачать, нам тоже не дают. Все статы увеличиваются одной кнопуленькой у специального неписи. В CatQuest и CodeVN такая же ленивая система поднятия уровня. Но в качестве компенсации нам дают на выбор целый арсенал брони, оружия и заклинаний. В основу Ravenlock взят рассказ Льюиса Кэрролла об Алисе в Зазеркалье. Эта история не так популярна в поп-культуре, как Алиса в Стране чудес, поэтому немногие вообще в курсе, что это продолжение. Собственно, я тоже не знала, пока не села писать сценарий для этого видео. Поэтому я, мягко говоря, удивилась, не встретив в игре таких каноничных персонажей, как чеширского кота, безумного шляпника и мудрую гусеницу. Но зато у нас здесь есть целая орава зайцев. Серьезно, в игре их что-то прям дофига.
Собственно, наши приключения начинаются с того, что главная героиня помогает родителям с вещами после переезда, а после находит в старом амбаре волшебное зеркало. Но оно грязное, и его нужно протереть. В амбаре нету тряпки. Мне придется идти обратно домой за тряпкой. Персонажей в игре много. Болтают они тоже много. Но они никак не озвучены, поэтому через некоторое время я начала просто прокликивать их диалоги, особо не вчитываясь. А вот этот заяц вообще никак не анимирован. Это буквально крупная версия коллекционных фигурок, которые разбросаны по всем локациям. Кстати, спрятаны эти ребята знатно и собираются крайне кринжовым способом. Главная героиня, к сожалению, тоже не обладает какой-то выдающейся личностью. Конечно, кроме рвения всем помогать. Поначалу у нее даже имени нет. Как только она попадает в волшебную страну, белый кролик сходу заявляет, что она спасительница Рейвенлок. Да-да, это имя главной героини. Забавно, что мелкая тут же без колебаний принимает этот факт за веру и в дальнейшем сама представляется как Рейвенлок. На протяжении всей игры мы выполняем квесты сказочных существ, сражаемся с боссами, решаем головоломки, и чтобы навалять злой королеве в финальной битве, собираем ее сердца, которые отпирают главные ворота в замок. Вы только представьте себе, насколько было бы неудобно, если бы в реальной жизни каждый раз, чтобы попасть домой, приходилось втыкать свое сердце в двери. Под финал королева запирает всех неписей, кроме торговцев, у себя в тюрьме, угрожая расправиться с ними, если Рейвенлок не перестанет. Но, конечно же, мы кладем на ее угрозы большой волшебный болт. По поводу графики могу сказать только вау. Рейвенлок не первый проект этой студии, так что ребята уже успели набить руку в поксельном стиле с очень сочной палитрой. Местами, наверное, слишком сочной. Верните меня в мою пещеру. Все локации в игре выглядят интересно, но мне больше всего запомнились особняк масок, пруд лилий и логово волшебницы. Потому что это жуть вообще как будто не с этой игры. Лично у меня нет никаких жестких требований к графике в игре. 2D, 3D. Same thing, really. Если это красиво, то это красиво. По поводу музыки мне особо нечего сказать. Она приятная и, в общем, гармонично вписывается в окружение. Конечно, Рейвенлок не идеальная. Господи, какие игры сейчас идеальные. У нее есть свои минусы, но, по моему мнению, плюсов гораздо больше. Это добрая, красивая сказка, с которой приятно убить вечер-два. О, спасибо, что досмотрели до финала. Хотите, скажу кое-что по секрету? Готовы? Я геймер! У меня огромный бэклог в Стиме. Фью, прям гора с плеч. Если серьезно, до этого момента я просто не знала, что мне делать с большинством из этих игр. Потому что они особо не подходят под формат летсплеев. Да, теоретически по любой игре можно записать видеопрохождение. Что может быть проще? Но необходимость на протяжении 10, а то и более часов постоянно что-то комментировать, вместо того, чтобы просто раствориться в моменте, в последнее время убивает во мне все живое. Это не значит, что я, в принципе, больше не буду записывать летсплеи. Буду, конечно же. Но теперь только по играм продолжительностью не более часа. Как-то так? Услышимся!